Йоу, what's up, guys? Всем привет, всем здравствуйте. С вами, как всегда, я, Леха, канал Hard Games и мои прекрасные зрители на Вазде. На Вазде, да, которые ждут тоже вас. Ссылочку оставлю внизу в описании. Ребятки, мы с вами прошли довольно много уже в этой игре, но нас ждут новые приключения нашего пожилого ассасина. Так что располагайтесь поудобнее, чай, кофе. Не забывайте сразу ставить палец вверх, делитесь этим видео и ждите новую серию, которая выйдет очень скоро. Ну что ж, поехали. Давайте прям сразу с хода, с пыра, прям практически. Пожалуй, и мне зарядка бы Вот не так вот, помешала. прям вот так вот, вот так вот. Оп, Помните о своем и здоровье. погнали. Определенно. Мне и так паршиво, спасибо. Не надо об этом лишний раз. Что за быдло, ёпт? Что за быдло? Так, мне надо вспомнить, куда мне идти. Да, мне нужно в колодец, все, я вспомнил. Мне нужно в колодец и по основному заданию. Поехали. Погнали. Ок. Ок. Опа. Точнее, не в колодец, а сначала мы зайдем вот сюда. Где запись второго ассасина? На канале. Можно найти на Hard Games. Так, тем временем у нас, ребята, организуйте бунт. Задание выполнено. И оставьте сообщение, задание выполнено. Ребята в общей сложности принесли не слабо баблишка, кстати. Александрию пушат просто вовсю. Это хорошо. Это очень-очень-очень хорошо. Так, погнали сразу дальше задание в Александрии. Ну, давайте, почему бы и нет, поднять бунт тоже в этом городе. Я думаю, у нас ассасин справится. А, здесь нужно, я понял. Типа отдельный класс. А вот это он не вывезет, да? Нужен специальный класс, я понял. У нас занят. В принципе, мы можем его пока что отправить куда-то, в общем-то, в любое место другое. Я не знаю, там рандомное. Давайте он в Дамаск. Чисто задачу на килл ему дадим, чтобы он у нас без дела тоже не сидел. Поехали. Так, значит, давайте смотреть, куда нам необходимо прибыть. Ага. В принципе, тут все довольно близко. Эй, пожалуйста, Эппенди. Стражников лишний раз триггерить, я думаю, не будем. Мы, жители Стамбула, должны объединиться с наместником. Дерьмо. Это плохо. Поехали. Тираны. Безумно. Стоп. А вот здесь вот я вижу новый магазин, который мы просто обязаны выкупить. Да. Не надо забывать их выкупать, потому что вы в комментариях написали: Леха, мимо иногда пробегаешь. Я это учел. И тем временем мы, кстати, с вами уже получаем по В моей лавке 4000. только самый модный товар. по 4000 монет каждый божий раз. Каждые 20 минут получается, да? Так. А что если... А почему бы и нет? Раз уж мы тут так мимоходом с вами проходим.
Купить это здание за 27 тысяч монет. 27 тысяч монет. О, да. О, да. Это очень жестко. Итак, давайте посмотрим, что у нас здесь будет за задание. Отметины на этом ключе мне знакомы. И материал тоже. Я уже видел такой. Похоже на яблоко Эдема. Древнюю технологию первой цивилизации. Флэшбэки. Помним. Ты ранен? Помним. Ногу сломал. Как тебя звать, брат? Альтаир, сын Умара. Умар. Да, помню. Он хорошо жил и достойно умер. С честью. Альтаир! Беда, нас предали! Враг уже ворвался в замок! Жить будешь. Что Аль-Муалим? Где он? Когда крестоносцы прорвались, он был внутри. Сейчас ему не помочь. Голос, Альтаир! Надо отходить! Когда я закрою ворота, зайди крестоносцам во фланг и оттесни их в каньон. Ничего не выйдет! Аббас, не ошибись. Нас решили немножечко, да, такие флешбеки нам накинуть. Умоляю! Я не хочу умирать. Я ухожу. Помогайте! Окружайте крысу! Не трогайте меня! Не трогайте меня! Не трогайте меня. С тобой, брат! Вольтан! Сядь его! Убить его! Не бойтесь! Ему конец! Черт! Я упустил его из виду! Помним, 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 улочки. Припоминаем. Проклятие! Пока! Держись! Как в аптеке. Ой, далеко не уйти. Он не сбежит от меня. Воу. Еще шаг, и твой учитель умрет. Тебе не уйти отсюда живым, предатель. Нет, ты не понял. Я не предатель.
Нельзя предать тех, кого ты не любил. Значит, ты жалок вдвойне. Вся твоя жизнь была ложью. Гад ты, падла и плохой человек. Зовешь своего цепного пса, чтобы он тебя защитил? Ты разочаровываешь меня? Отчего бы не поделиться своим знанием со всеми, как подобает ассасину? Почему бы не рассказать своим братьям о своих амбициях? Сейчас, сынок. За кого ты их держишь? Сейчас, мой дорогой. А, я понял. Я единственное не понял, здесь типа на V+ надо, и что здесь нужно сделать? А, крестоносца так, чтобы вас не обнаружили. Все, я понял. Цепного пса, чтобы он тебя защитил? Вообще Ты язык. разочаровываешь меня? Отчего бы не поделиться своим знанием со всеми, как подобает ассасину? Почему бы не рассказать своим братьям о своих амбициях? За кого ты их держишь? Еще один достойный человек погиб, а ты продолжаешь хранить молчание. Я удивлен. Ты многому научил меня, Аль-Муалим, кроме терпения. Говори, или я вырву тебе язык, и тогда ты уже ничего не скажешь. Да ладно. Вон там! Взять Ножи его! здесь вообще ничего не делают. Ножи-то вообще здесь не убивают в воспоминаниях. Забавно. Очень забавно. Зовешь своего цепного пса, чтобы он тебя защитил? Еще один трай. Ты разочаровываешь меня? Отчего бы не поделиться своим знанием со всеми, как подобает ассасину? Почему бы не рассказать своим братьям о своих амбициях? За кого ты их держишь? Вот он. Иногда я не понимаю эту игру. Ну ладно, окей. Сложная миссия оказалась. Зовешь своего цепного пса, чтобы он тебя защитил? Ты разочаровываешь меня? Отчего бы не поделиться своим знанием со всеми, как подобает ассасину? Почему бы не рассказать своим братьям о своих амбициях? За кого ты их держишь? Еще один достойный человек погиб, а ты продолжаешь хранить молчание. Я удивлен. Ты многому научил меня, Аль-Муалим, кроме терпения. Говори, или я вырву тебе язык, и тогда ты уже ничего не скажешь. Как же мне туда-то подойти? Здесь вот так, а как туда я... Я видел его. Да. Да, это именно так. На характере просто. Ты слишком переоцениваешь людей, Альтаир. Тамплиеры знают истину. Люди слабые, подлые и мелочные. Нет. Наша кредо говорит об обратном. Может, мне не хватило ума понять его, но это вряд ли. Скорее, мне хватает ума не верить в эту чушь.
Ты дал ему возможность умереть с честью. Зачем? Любой из нас, кто покидает этот мир, имеет право на это. Он не воспользовался им. Это его право. Альтаир, у меня на глазах ты вырос из мальчика в мужчину. Помним. Мне и радостно, и в то же время грустно. Ты достойный сын своего отца, он бы гордился тобой. Я мало знал его как отца. В первую очередь он был ассасином. Ты тоже вступил в Орден с рождения. Не жалеешь? Как можно жалеть о своей единственной судьбе? Со временем ты поймешь суть пути, и тогда сможешь выбрать свой. Пойдем, мальчик, и готовь клинок. У него еще много работы. Интересно сказал. Со временем ты сможешь выбрать, ты поймешь суть пути и выберешь именно свой. Так эти ключи и древние печати, стало быть, содержат записанные воспоминания. Но вот что пытался нам сказать Альтаир? Что он хотел передать в будущее? Здесь только догадываться остается. Только догадываться. Что можно хотеть передать? Знание, какой-то месседж, то есть что-то же он хотел сказать. Правильно? Мое почтение, наставник. Правильно. Может быть, как-то глубоко это типа истину какую-то, но какую? Понимаете? Всегда честь, наставник. Мое почтение, братья. Хочу посмотреть, может быть, здесь что-то есть интересное. Нет, здесь ничего нет. Интересно. Очень интересно. Кстати, можно еще раз зайти. У меня чуваки выполнили... Хотя ладно, очень долго туда опять бежать. По-другому сделаем. Так, куда нам теперь лететь? Что же хотел передать Альтаир? Что-то же есть, какая-то, понимаешь, ну не просто так. Что-то он хотел, но что? Пока не могу догадаться, но это очень сложно. Он мог передать все, что угодно, но если так вот задуматься, может быть действительно какую-то истину, то есть, понимаете... Опять же, какую? Это вопрос. Больше вы этот товар нигде не найдете. Ой-ой-ой. Живой. Нашел, блин, быстрый проход. Последователи могут убивать невинных людей. Эти ассасины. Черт, надо уходить. Ты давай, друг. По поводу ассасинов потише будь немножко. Вашему вниманию. Управление по ликвидации последствий землетрясения в ближайшие месяцы будет закрыто на реконструкцию. Уже нанят новый архитектор. Этот похож на... Не надо.
Не прокатит, пацаны. Если ты что знаешь, выкладывай. Продолжай в том же духе. С радостью объясню тебе самые деликатные вопросы. Так, ну что ж, давайте посмотрим, что здесь. Уже интересно. Один из ваших командиров, Бас, раздобыл информацию о бывшем ассасине, известном как Дозорный. Настало время разобраться с этим предателем. Что об этом предателе Вали? Нашли его? Он нашел нас, наставник. Сегодня утром с этой базы похитили 2 наших братьев. А теперь Вали требует передать нашу собственность тамплиерам. Нет. Мы не ведем переговоров с теми, кто захватывает заложников. Мы находим их и убиваем. Тогда нам надо разделиться и обыскать всю Галату. Времени у нас в обрез. Значит так. Его надо 100% выследить и наказать за эти вещи. Ну что же, ладно, хоть вы не ушиблись, дедушка. Дедушка, говоришь? Ладно, хоть вы не ушиблись, дедушка. Напоминает всем жителям... Присмотри, пожалуйста, за моим... В общем, Дэйв, зачем вести себя как пьяная обезьяна? Это уже вопрос. Я почему-то думал, что здесь не открыто будет. Я продаю нелегальный Стоп. Да. Слушайте, ну под тамплиерами мы, я думаю, его сейчас набреем. В принципе, минами мы особо и не пользуемся. Особо ими не пользуюсь. Очень редко ими пользуюсь, прям максимально. Опа, вот здесь магазинчик не купленный. Сюда. Надо бы, кстати, у кузнеца что-нибудь посмотреть. Я думаю, мы сейчас что-то найдем. Оружие самой лучшей работы! Это только 3 из 15. Вы представьте вообще, что дальше будет. Нет, плечи у меня все есть. Арбалета у меня не будет. Не, братцы, здесь надо бабла копить. Просто, я не знаю, миллион, миллиард. Потому что это просто габелла. Я бы на самом деле на арбалет накопил. 18 тысяч это вполне реально накопить. У него знатный портной. Давай, это. Давай, родной, поехали. Давай-ка, пацаны, уравняем шансы. Отпустите меня! Сюда. Эй, не да! Надо уходить. Я вам тут, бля, устрою. Я с тобой, брат! Сейчас же вперед! Получать по морде не так здорово, да? Эти защитники. Какого хрена? Провалите быстро! Базар, тиранам! Так, надо бежать домой! Какого хрена? Пора валить и быстро! Раз уж наших решили взять в плен, будут убиты просто все.
За своих пацанов. Ну-ка, ребятки. Еще одна душа улетела на небо. Поехали. Пора уходить. Я сваливаю отсюда. Нужно уходить. Я просто проходил мимо. Ты нормальный. Убиты будут просто все. Это утром? Ассасин! Уничтожить! Убивать я вас буду, братцы, очень изощренно. Максимально, насколько это возможно. Айланы! Я сваливаю отсюда. Бей! А, в бою, то есть, нельзя, да? Вон ты где! Странно, кстати, то, что дротик не кинулся. Али сделал это с тобой. Наставник, простите, вы попались на уловку. Он схватил меня, чтобы отвлечь ассасинов с базы. Он сейчас идет туда. Поехали. Видел раньше такую? Я смотрю, у нас здесь человек-уловка, да, нарисовался. Давай, брат. Поиграем. Любитель острых ощущений и уловок. Будем так его называть. Предлагай. Быстро по пути забегаем. Вдариваем лекарство. Дальше. Держись подальше от колющих предметов. Я одного не понял, почему у меня не работали дротики. Ну ладно, похер. Ты хороший боец, Эцио, но твоих сил не хватит, чтобы спасти этот город. А ну-ка, Я стой, пойду сынок. следом по крышам. Давай, 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 мой дорогой. На нахер! Когда-то кредо было для меня как воздух и вода. Но когда турки вторглись в Валахию, а ассасины пальцем не шевельнули, чтобы остановить их, как я мог сохранить веру? Если твоя философия не дает тебе защитить твой дом и семью, твой народ, что толку от нее остальному миру? Покойся с миром. Неожиданно. Да-да-да. Хорошая идея, кстати, меня остановить. По идее, сейчас, да, десинхрон будет хорош. Так. Интересно. Клаудия, я раздобыл один из ключей Масиафа. Более того, я нашел карту. Она сплошь состоит из каких-то знаков и символов, но я уверен, что она приведет меня к остальным ключам. Пока я не понимаю смысла этих обозначений. Но, к счастью, я познакомился с одной венецианкой, и она обещала помочь мне с расшифровкой. Но радоваться рано.
Один ключ все еще у тамплиеров. И помощи ассасинов тут может оказаться недостаточно. Нужно подружиться с кем-нибудь при атаманском дворе. Тогда тайны города откроются передо мной. Если бы. Братоубийственная война называется. Вот это мне не нравится название серии. Это не нравится. Из Hardstyle? Да-да-да. hardplaystyle.ru. Можете кружку такую взять. Опа, 2 ассасина теперь. Здравствуйте. Добрый вечер. Рад тебя видеть, Эцио. Нам будет о чем поговорить, если я доживу до завтра. А что, можешь не дожить? Мы узнали, что византийцы собираются проникнуть во дворец Топкапи после возвращения принца Сулеймана из Хаджа. Если они нанесут удар, то сегодня и на устроенном принцем вечере. И каков наш план? Кердешим, это не твоя война. Не стоит тебе лезть в атаманские разборки. Византийцы нашли ключ под дворцом Топкапи, и я хочу выяснить, как. Эцо, мы хотим защитить Шахзада, а не допрашивать его. Доверься мне. Просто скажи, куда идти. Главные ворота Топкапи. Мы переоденемся в артистов и войдем внутрь. Ни хрена себе артисты. Дельная мысль. Встретимся там. Конечно, принять. Интересно. Так, сразу напруга. Сразу схода идет напруга. Спасибо, ребят. В перерыве я прочитаю сейчас донат. Видать, он не в себе. Такое точно не каждый день увидишь. Ага. Все-таки они туда, да, пошли? Нас много идет. Прям конкретно много. Забыл, на какой открывать парашют. Еле. Парашют. ЛКМ, по-моему. Бля, не туда ты прыгнул, друг мой. Почему-то прыгал вперед, видишь, а он сюда. Ну ладно. Парашют сэкономили. Кстати, а мне туда и не надо было. Вообще найс. Итальянские артисты. Мне это понравится. Герой могучий защитит всех нас от притеснений и
За девичий поцелуй идет бой без сомнений. Торжествует справедливость. Найс. Наш герой, он лучший всех. Фортуна ему улыбнется. Наконец-то. Мечту многих людей выполнил. Ты чё это, родной? Ну и видок у меня. Хуже обезьяны. Мой клинок в этой одежде не спрятать. Ты вооружен? На Саладиль, указывай нам цели, а мы там разберемся. Ты умеешь на ней играть? Ну так, умел немного в молодости. Ты когда-то был молод? Вот сейчас было обидно. Так. А я все чаще замечаю. Сюда нельзя. Слышишь, чего говорю? Проваливай отсюда. Пердонаты, бон, сеньоры. Мы артисты, пришли выступать. Любой дурак может таскать с собой инструмент. Пошел вон! Я в Форле был однажды. Она Хуже была только моей. коты Отдалась мне ради дела, а мне довольно тело. Что это? Бервацин. Вот в Ерепацы. Негодяй, мерзавец и подлец. Подонок, псих и грубиян. Что ты творишь? Ну прямо как отец. Ладно, проходи и докучай гостям своей игрой. Так. Опа. Вот он в центре. Жизнь музыканта непроста. Порой такая мука. Играть для публики, в глазах которой только скука. Неплохо отработано. Вы харду заплатите чеканной монетой, чеканной монетой. О-о-о. Я, конечно, знал. Венецианский дождь, злодей и дурачина. От злости чуть не лопнул, когда его я кинул. Нахер. Ну давай. Здесь вроде чисто. Отработано. Но я не вижу Сулеймана. Иди за мной. А вот и торжество. Так. Сулейман, внук султана, правитель Кафы. А ведь ему всего 17.
На корабле он представился мне учеником. А это кто? Его дядя Шахизаде Ахмед, любимый сын султана. Он уже приготовился унаследовать трон. За жизнь. За здоровье. Давай. Идем. Нам надо найти византийцев. Спасибо, что пришли. Говорят, от игры министрели девы юные стонут и млеют. Только мне не везет, лишь беру я аккорд, девы юные в страхе белеют. Порою, чтобы мир спасти, вечно удивляюсь. Бренчу на лютне тихо я, и рифмой забавляюсь. Юный Чезаре хвалился, меня не убьет человек. Как он летел с высоты и орал, я не забуду вовек. О как. Жил на свете Дуччо, мерзавец и распутник. Если встречу я его, Добрый схлопочет вечер. Надеюсь, вам здесь нравится. Чезаре думал, на земле никто ему не ровня. Разве... Не понял, как так, но надо, типа, наверное, подальше просто стоять. Добрый вечер. Интересно. Надеюсь, вам здесь нравится. Я в Форле был однажды, она была моею. Отдалась мне ради дела, а мне довольно тело. Ну ты, моя мужик, сама беспалевность. Ты реально прям, ну... Это так уметь надо работать. Мать твою. Венецианский дождь, злодей и дурачина, от злости чуть не лопнул, когда его я кинул. Жизнь Я очень рад музыканта снова непроста, порой такая мука. Мы еще поговорим. Играть для публики в глазах, которой только скука. Порою, чтобы мир спасти. Добрый вечер. Суикасче, Суикасче! Всем покинуть двор! Принц Сулейман, уходим! За ними! Пошел процесс. Блин, не успел немного. Надо, короче, сразу прямо ему в лоб бежать, получается. Хера там была лайкой. Рад видеть тебя снова, мио бел менестрелло. Я правильно сказал? Вполне.
Я слышал, вы еще и правитель. Чем же вы не занимаетесь? Разговорами с незнакомцами. Принц Сулейман. Эцу аудиторе. Принц, вы ранены? Кто твой командир, солдат? Тарик Барлетти. Он отлучился по делу. Уберите труп, проводите гостей. Потом вызовите Тарика ко двору. Да, мой принц. Тарик Барлетти, капитан Янычаров. Личной гвардии султана. То есть семью султана они не охраняют? Как видишь, не слишком хорошо. Эца, у тебя есть минутка? Хочу услышать твое мнение. Да, только переоденусь сначала. Гюзель, как будешь готов, подходи. Получается, жизнь спасли. Так. Спасибо, ребят, кто в избранный добавляет канал. Поехали. А, даже так? А ну-ка. Такое поведение недопустимо. Да. Я вот не помню, вот это вот открывал или нет, но мне кажется, что все-таки нет. Ага. Оп. Или открывал? Нет, наверное, открывал. Наверное, открыта она. Я его уже не. Но откуда? Не-не-не-не-не-не-не. Я его... Пацаны, не душите молодого. Не пробегаешь. Пацаны, я сейчас развернусь. Я ж, бля, сейчас, сука, развернусь. Пощадите! Пощадите! Убейте его! Тут убить! Бегите! Не надо так делать. А-та-та. Я Жесткие, устроил да, встречу типа. моего дяди Ахмета и капитана Янычаров Тарика Барлетти. Янычары преданы моему отцу, но их беспокоит то, кого он хочет видеть своим преемником на троне. Ахмета. Именно. Янычарам по душе мой отец Селим. Да, это проблема. Но как в этом замешаны византийцы? Я думал, ты знаешь. Может, поможешь мне разобраться? Я сам за ними слежу. Я помогу, пока мы будем делать одно дело. Я приму любую помощь. Наверху башни есть люк, что ведет в тайную комнату. Спрячься там. Спрячься. И смотри. Окей.
И же они душные. Я вот к чему. Эй, ты там! Стоять! Стой! Эй, ты! Стоять! Отрезать его! Он подходит. Убийца! Ой, меня задолбали, блядь. Проклятие! Куда он делся? Нахер всех порежу. А это ты... Понимаешь? Я заставлю тебя сожрать твои кишки! Душные черти, а. Свободно. Да не, они агрятся с такого причем расстояния, знаешь, агрятся за километр просто. Ничего страшного. Как раз влутаемся. Влутаемся больше, знаете, что, лекарства, пули вот эти всякие. А ему как туда попасть? Подожди. Дальше, что ли? Понял. Так. Поехали. Племянник прав, Тарик. Вопиющая халатность. На грани измены. А уж то, что ваших янычаров превзошел итальянский лютнист. Абсурд. Непростительная ошибка, Эфенди. Я сам проведу расследование. Расследование проведу я, Тарик. По вполне очевидным причинам. Эвет Шезадем, вы мудры, как и ваш отец. И не менее строг. Дядя, я так рад, что вы в порядке. Взаимно, Сулейман. Да хранит тебя Аллах. Тарик Бей, пару слов. В чем была цель этого нападения? Выставить меня слабаком? Плохим правителем? Если к этому приложили руку вы, Тарик, это большая ошибка. Отец выбрал будущим султаном меня, а не брата. Ахмед, я даже помыслить не могу о той мерзости, в которой вы меня обвиняете. Отчего янычары с таким презрением относятся ко мне? Что сделал для вас мой брат, чего не сделал я? Откровенно? Конечно. Вы слабы, Ахмед. Суетливы в мирное время и нерешительны на войне. Вам чужды священные традиции Гази, а среди неверных вы распинаетесь о братстве. Ха. Из вас вышел бы хороший философ, Ахмед, но султаном вы будете никудышным. Ступайте, Тарик. Это надо такие яйца иметь, чтоб наследнику такие вещи зарядить. Я не знаю, там не с кулак, там с голову. Семейка, а? Вашего дядю не любят те, кем ему предстоит командовать. Тарик хороший воин, хотя горд и амбициозен. И он просто обожает отца. Но он не смог предотвратить атаку византийцев. А это уже подозрительно. Верно. С чего мы начнем? Пока понаблюдай за Тариком и янычарами. В свое свободное время они часто бывают на базаре. Хорошо, я попробую. Хорошо. Ну что ж, братцы, именно на этом моменте предлагаю серию закончить. Получилась очень интересная миссия, в которой мы узнали обо всех вот этих вот подпольных вот этих всяких шушер-мушер, вот это вот, ну ты понял меня. Вот, ставь лайк, подписывайся на канал, ссылочку на плейлист найдешь внизу в описании. Встретимся в новых сериях. Пока-пока, удачи!